Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из формы сбора заявок ВКонтакте в сервис email рассылок eSputnik. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, в eSputnik вы сможете добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. Далее необходимо выбрать действие «Загрузить лиды New». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. Далее необходимо отметить галочкой группы, по которым вы хотите получать новые лиды из ВКонтакте. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом ВКонтакте. После того, как доступ выдан, вы можете просто закрыть это окно. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу, по которой вы хотите получать новые лиды. Также вам необходимо отметить галочкой формы для загрузки из них лидов. Если вы хотите получать данные сразу по всем лид-формам, выбираем соответствующий пункт. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет, вы можете сгенерировать тестовый лид вручную. Для этого переходим в личный кабинет ВКонтакте. Далее необходимо перейти в настройки формы сбора заявок. Копируем необходимую вам форму и вставляем ее в отдельную вкладку. Далее необходимо заполнить поля формы и кликнуть «Отправить». После того, как тестовый лид отправлен, возвращаемся в систему Apex Drive и загружаем тестовый лид из ВКонтакте. Когда лид, который мы только что сгенерировали, отобразился на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем eSputnik. Далее необходимо выбрать действие «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт eSputnik к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета eSputnik. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать адресную книгу, в которой вы хотите добавлять новые контакты при каждом новом лиде из ВКонтакте. Далее отобразятся поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта в eSputnik. В эти поля вы можете назначать переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в eSputnik в качестве новых контактов при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в eSputnik». После успешной отправки переходим в eSputnik и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных eSputnik успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!